Сегодня 24 июля 2024 года, и мы с вами идем по одной из самых знаменитых улиц Одессы. И эта улица знаменита не только в Одессе, но и далеко за пределами всей Украины. Всех приветствую из Одессы, а именно из улицы Малой Арнаутской, о которой действительно знают многие, но если вы еще не знаете, то сегодня мы вместе со мной по ней прогуляемся. До 1836 года это все была окраина города Одессы, но время идет, и сейчас это уже центр города. Малая Арнаутская достаточно оживленная улица, всегда была и остается по сей день. Здесь ездит много автомобилей, здесь много торговых точек, проживает большое количество людей. Вот, смотрите, кошкин дом. Это все для домашнего интерьера. Чем же так знаменита Малая Арнаутская? В первую очередь это фразы Остапа Бендера, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской. Годы идут, время меняется, контрабанда делается в других местах, но эта фраза так и продолжает почему-то жить. Поскольку в одном из дворов была открыта калитка и не нужно было пользоваться кодом, я вошла во двор и сейчас вам все покажу и сама посмотрю. Мне очень интересно, как здесь живут люди на Малой Арнаутской. Судя по застройке и потому, что фасады выглядят совершенно по-разному, здесь люди начинали жить в разных годах. И постепенно каждый на свой вкус это все застраивал. И вот не могу не обратить внимание на такое огромное инжирное дерево, на котором уже очень много плодов. Я такое большое инжирное дерево в Одессе еще не видела. Посмотрите, оно все в плодах. Хозяева молодцы. Смотрите, как выглядит двор. И вот я увидела, обалдеть, какой классный балкончик. Это можно прям сказать, что это терраса. К сожалению, сюда его плохо видно, но он вот там вон есть. А здесь в тени каштанов люди себе оборудовали зону отдыха. Посмотрите, какое огромное дерево. Это, не знаю, акация. Нет, это не акация, какое-то огромное дерево. Видно, что оно здесь высажено давно. И, смотрите, зона отдыха. Большие пуфы, столики. А вот, наверное, другие соседи поставили стол уже с зонтом, чтобы отдыхать. Молодцы. А вот очень интересная лестница, она закрыта. Понятное дело, там никто уже не живет, но видно, что этой лестнице очень много лет. Камера, к сожалению, все не передает. Идешь по улице, смотришь на дома, и каждый третий дом на этой улице памятник архитектуры. Немногие знают, почему Малая Арнаутская, еще в Одессе есть Большая Арнаутская, именно так называется. А арнаутскими они называются потому, что здесь, когда только разрастался город Одесса, эти улицы были заселены православными албанцами, которых называли арнаутами. Поскольку они здесь проживали, то улицы так и назвали арнаутскими. Часть осевших албанцев служили в войсках, а часть занимались ремеслом и торговлей. Отсюда и пошло разделение на Большую и на Малую Арнаутскую. На Большой Арнаутской были дома флотских команд из высоких арнаутов, а на Малой поселились низкорослые пехотинцы и кавалеристы. Именно от этого и произошло разделение улиц. В этих домах еще до сих пор живут люди. Мы знаем и понимаем, что многим нашим зрителям нравятся такие прогулки по Одессе, потому что благодаря нашим видео
вы можете прогуляться по улицам этого замечательного города. Поэтому мы стараемся вам чаще и чаще показывать новые и интересные места. Я увидела, что здесь открыта калитка, и очень бы хотелось заглянуть и в такой дворик. Здесь немного страшно. Этот дом, это памятник архитектуры. И сейчас пойдем дальше посмотрим. Смотрите, какие двери. Очень красиво. Одно хочу сказать, что вечером я бы здесь точно не ходила. Но поскольку сейчас утро, то это не так страшно, и нужно все вам показать. Старые почтовые ящики. А вот котята. Что сегодня встречаю, обычно встречаю котов, а сегодня встречаю маленьких котят. Видно, что здесь их любят. Смотрите, они, ой, какие маленькие, беленькие. Двор с котами. Вот уже взрослые коты. В таких дворах все просто пахнет историей. Здесь все интересно рассматривать, каждую деталь. Я еще ни в одном дворе Одессы не видела столько котов. И, наверное, здесь очень хорошо, потому что здесь коты лежат просто каждый метр. Вот когда попадаешь в такие дворики, все время первое, что хочешь сказать, это то, что здесь, на территории этого двора, очень уютно. Вот в таких двориках всегда очень уютно, несмотря на то, что они старенькие. Как-то их все-таки правильно строили в то время. Близость черты моря, вокзала и привоза в свое время сформировали здесь нравы, обычаи, традиции всех местных жителей. И, конечно, всю атмосферу и инфраструктуру улиц Арнаутских. И сегодня мы с вами идем по этой улице, и трудно поверить, что когда-то здесь было много-много мясных, бакалейных, молочных лавок и еще больше 50 торговых заведений. Если говорить о погоде в Одессе, то она улучшается уже не так жарко, как было неделю назад. Но все же еще температура воздуха достаточно высокая. Но, к счастью, уже хоть пару дней назад у нас прошел первый дождик, можно сказать, даже ливень. И все жители города, в том числе и мы, были очень счастливы от этого. Я лично стояла на улице, просто так хотелось вот такой прохлады, прохладного дождя, хотя он шел достаточно теплый. В некоторых домах даже можно увидеть дату их постройки. И смотрите, это 1816 год. Хочется зайти и посмотреть, как живут люди в домах, которые начинали строиться еще с 1816 года. Класс! Стирочка у людей висит. Такое чувство, что попал в какой-то частный сектор. А это все центр города. Пока мы выходим и прогуляемся дальше по улице все-таки. На Малой Арнаутской большое количество двухэтажных домов. Посмотрите, на одном из домов даже пытается вырасти дерево. Отлично, не работает генератор, значит, в городе есть свет. А это уже большое счастье для жителей, потому что без света очень сложно. Малая Арнаутская улица действительно интересна в различных аспектах, и интересно гулять по ее дворикам. Здесь есть дворик, в котором еще до сих пор работает дворовой колодец, но, к сожалению, из-за закрытой калитки я просто не смогла в него попасть. Можно на этих улицах купить овощи, фрукты, и вижу, продавец здесь был кот, но он спрыгнул со скамейки, к сожалению. Здесь, конечно, уже все видоизменилось, люди попристраивали балконы, немножко переделали фасады, но тем не менее, когда заходишь во дворы этих домов, то атмосфера старой Одессы все-таки остается.
Гуляя по Малой Арнаутской, нельзя не обратить внимание, что многие дома нуждаются в реставрации. Они очень красивые, и вы представляете, как это будет все выглядеть, если их выкрасить и привести в порядок. Будет очень и очень красиво. И хотелось бы, чтобы это все поскорее сделали. По поводу отключения света, то свет у нас продолжают отключать. Даже сейчас я снимаю видео, в какой-то период включился он, генераторы перестали работать, но пока я здесь хожу, в течение получаса генераторы снова включили, а это значит, электроэнергии нет. Людям сложно, людям тяжело, но выхода сейчас другого нету, поэтому все стараются как-то выживать в такой неприятный период сейчас в нашем городе. Ну, надежда на то, что скоро наладится все и света будет больше, не покидает ни одного жителя Одессы. А вот тоже интересный дом, но ему тоже просто необходима реставрация. Очень страшно ходить под крышами таких домов, потому что действительно может что-то упасть на голову. А это тоже памятник архитектуры. Смотрите, какие красивые балконы, какие красивые окна. Здесь еще до сих пор живут люди. Ну а мы идем гулять дальше. Удобно, что здесь есть такие киоски, магазины с фруктами, с овощами. Можно выйти и что-либо себе прикупить. И не нужно далеко идти. Зеленый свет. И мы с вами переходим на другую часть улицы. А вот один из муралов, которые есть на этой улице. Кто-то снова забыл закрыть калитку. Ну, и мы с вами не можем сюда не войти и посмотреть, что здесь. Всегда интересно заходить в такие дворики, и я не могу упустить такую возможность, раз уж калитка это открыта. Идем. Я вижу, что во дворе стоит диван. Можно прилечь тому, кто устал. Ага. Вот так выглядит дворик. И смотрите, он совершенно отличается от тех, которые мы заходили раньше. Стирочка во дворах — это такое, она обязательно должна быть. Стирочка во дворе. И как же обойтись без одесского кота? Этот красивый, откормленный. Видно, что его здесь любят. Когда-то Малая Арнаутская считалась улицей для бедняков, и в 1902 году на этой улице насчитывалось 1752 бедняка из числа еврейского населения. И в путеводителях того времени писали, что улица Малая Арнаутская и Большая Арнаутская совершенно неинтересны для посещения туристами. Смотрите, какие здесь старые ворота. 1890-е годы. Это тоже памятник архитектуры. Очень старая улица. Это одна из самых старых улиц Одессы. И это видно по архитектуре. Chcemy przekazać pozdrowienia do naszych widzów z Polski. Zawsze o wszystkich pamiętamy i serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Z okazji urodzin chcę przekazać życzenia do Polski dla Robsona. Robsone, od wszystkich nas życzymy dla Ciebie dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń i życzeń, żeby wszystko w życiu było w porządku i 100 lat. Dziękujemy, że jesteś z nami i buziaczki.
А вот мы и встретили немножечко одесских евреев. Кстати, обратите внимание, какое сегодня у нас красивое небо. Всем спасибо, что остаетесь с нами. Желаем всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих видео.